Здравствуйте! Темой сегодняшнего урока является рассмотрение основных макроэкономических показателей, характеризующих состояние национальной экономики и динамику ее развития. Как мы отмечали на прошлом уроке, центральный регулятор в своей денежно-кредитной политике ориентируется именно на этот набор показателей, среди которых мы отмечали в первую очередь динамику ВВП, далее уровень безработицы и оценку инфляционных процессов. Все макроэкономические показатели можно аналогичным образом разделить на 4 основные группы. Первая – это группа показателей, которые характеризуют ВВП, внутренний валовой продукт. Вторая группа – это группа показателей, характеризующих рынок труда, в который входит и уровень безработицы. Третья группа состоит из набора показателей, характеризующих инфляционные процессы в экономике. И четвертой группой является набор показателей, которые отслеживают деловые настроения и условия ведения бизнеса. Теперь подробнее остановимся на первой группе – показатели, характеризующие динамику ВВП. Первый показатель – это сам ВВП. Второй – это промышленное производство. Третье – розничные продажи. Четвертое – заказы на товары длительного пользования. Пятое – расходы на строительство. И шестое – заказы предприятий. Внутренний валовой продукт. Внутренний валовой продукт – это главный индикатор, отражающий состояние национальной экономики. Он представляет собой сумму ценностей, произведенных на территории страны за определенный период времени. ВВП выражается в виде индекса по отношению к предыдущему рассматриваемому периоду. Хорошие, позитивные, положительные темпы роста ВВП оказывают благотворное влияние и ведут к укреплению курса национальной валюты. В противоположном случае негативные тенденции в динамике ВВП отражаются аналогичным образом и ведут к ослаблению национальной валюты. Второй показатель – это промышленное производство. Индекс промышленного производства – это показатель динамики объема промышленного производства страны. Увеличение этого показателя оказывает также благотворное влияние на курс национальной валюты, снижение его оказывает негативное воздействие. Следующий индикатор – розничные продажи. Розничные продажи показывают изменение продаж в сфере розничной торговли и характеризуют уровень потребительского доверия. Объем розничных продаж входит в формулу ВВП и занимает существенную ее часть. Рост индикатора является положительным для курса национальной валюты и, соответственно, снижение оказывает негативное воздействие на национальную валюту. Следующий показатель, входящий в группу показателей ВВП, это заказы на товары длительного пользования. Это важный индикатор рынка, дающий представление об уверенности потребителей в текущей экономической ситуации. Аналогично, рост показателя благотворно влияет на курс национальной валюты, и снижение показателя приводит к уменьшению ее курсовой стоимости относительно других валют. Следующий – это заказы предприятий. Это показатель, отражающий потребность промышленного производства в товарах длительного и недлительного пользования. Увеличение этого показателя характеризует активность производства и позволяет прогнозировать динамику ВВП в целом, поскольку показывает именно деловую активность предприятий национальной экономики. На этом все. На следующем уроке мы с вами рассмотрим макроэкономические показатели, характеризующие рынок труда, самыми известными из которых является уровень безработицы.